милая коробочка. Мы ее открываем. Вот так вот. Раз. И все. Смотрим, что ж там внутри. О, вау! Я уже вижу этот чудо упаковочку. Блин, классно упаковано. Реально фирменный Кугик. Упаковка. И что у нас внутри? Что у нас внутри? Внутри у нас инструкция микроразмера, но читаемо. Будем разбираться. Так, здесь у нас, собственно, сама розеточка. Вот такая. Блин, классно они умеют делать. Качество просто суперское. Вот такая розетка. 240, 220, 240 вольт. 5 вольт, 2 выхода USB. Тут кнопка включения, я так понимаю, если ты хочешь вручную включить, можно не Wi-Fi, а вручную. Все, собственно. Больше ничего. Отлично. Отлично, поехали тестировать. Привет, друзья, с вами Михаил, канал Гаджетоман. Я думаю, вы знаете мою страсть уже, если смотрите этот канал. Вы знаете мою страсть всяким умным штучкам. Привет, Siri, включить ТВ. Хорошо. Одні банкетують. Привет, Siri, включи свет. Хорошо. Устройство Диммер включено. Привет, Siri, включить кухню. Готово. Сегодня вот я заказал на Алиэкспрессе. Называется электрическая розетка, умная розетка, Smart Plug по-английски, известной фирмы Кугик. Если вы помните, ранее у меня было видео, я там показывал, как сделать умную розетку, умный выключатель с управлением, с голосовым управлением Siri через iPhone, iPad, любую Apple инфраструктуру. В этот раз, кстати, кто забыл, как это делается, вот по ссылочке пройдите, там есть внизу описание ссылочки, увидите это видео, где я детально показывал и рассказывал про умную розетку, про умный выключатель. Вот. А в этот раз умная розетка. То есть не мог пройти мимо, смотрю, китайцы продают, тем более, что они обещают, извините у меня за голос сегодня такой, немножко горло подгуляло. Они обещали поддержку Apple. Пришла коробка, вот распаковали с вами, ну я смотрю, тут про Apple не сказано. Но сказано то, что есть поддержка Apple App Store, скачать программу в этой инструкции. То есть на коробке пишут тут про Алексу и про Google Assistant. Вот, давайте все-таки посмотрим сами, что она может. Так, еще раз, что мы имеем? Розетка Кугик Евростандарта с заземлением. Видите эти лапки, да? Здесь у нас тоже есть заземление. Здесь у нас есть два выхода 5-вольтовых. Обещают 5 вольт, 2,1 ампера. Я надеюсь, что 2,1 ампера на каждую, а не на две. Вот. Ну и кнопка включения, которую, я подозреваю, включается, если у вас нету возле себя смартфона, либо надо аварийно включить, или там где-то вы дальше, чем находится ваш Apple девайс. Вот. Давайте проверим и посмотрим. Ну, инструкция, конечно, тут достаточно объемная. Вот. Но наш человек, вы же знаете, читает инструкции, когда уже ничего не работает. Поэтому я предлагаю, у меня есть вот подопытная, так сказать, лампа образца СССР, наверное, года так 75-го. Выключатель более новее. И, собственно, смартфон и это. То есть я предлагаю для начала мы сразу включаем его вот сюда. Так. Так. Включаем вот сюда. Там что-то уже замигало. Что-то замигало.
Так, я скачал сразу скачал программульку, называется QGIG Live. Давайте сейчас ее откроем вместе с вами и посмотрим, что оно из себя представляет. Значит, это вот программа QGIG Live. Я здесь уже зарегистрирован. Добавить устройство. Открывается куча тут всяких розеток. Я не знаю, какая из них это. То есть, в отличие от тех устройств, которые вот сразу пишут, что они поддерживаются Apple для HomeKit. Для HomeKit это все. Значит, здесь идет специальный код, ты подносишь телефон и скачивается, сразу определяется, что это за устройство, и оно автоматически подключается. Здесь приходится выбирать, ну, наверное, возьмем что-то наобум. Я вижу розетки. Давайте попробуем какие-то розетки. Bluetooth, NB. Стоп, тут есть вот такой вот этот. А где тут QR-код? QR-кода у меня нет. Просканируйте QR-код. Хотел просканировать штрих-код. Но не дает. А QR-кода тут и нету. Так, вот что-то уже нашло. Устройство. Обновление устройства удалось. Да, мы его завершено. Ура! Ура! Так, здесь у нас USB. То есть, если мы... так, значит, делаем так теперь. Включаем лампочку нашу боевую. Так. Пробуем, кстати, включится. Ага, включается. Это уже хорошо. Отлично. Причем, когда включается, тут уже загораются всякие атрибуты. А что вот это такое интересное, я не могу понять. Это больше, меньше или что это? Так. О! Вот теперь есть, если мы нажимаем на вот эту кнопку, включается и выключается. Значит, здесь есть countdown. Значит, это у нас отключение через минуту. Можно сделать, выставить время хоть через сутки. Да? Оно будет автоматически выключаться. Не надо нам это самое. Выключим. Так. На USB тоже такая штука есть. Ага. То есть оно еще и питает USB. Вы можете USB отдельно поставить, ну я не знаю, честно говоря, какой-то профиль, чтобы... я знаю, это у меня на кухне есть светодиодный светильник, который питается от USB. То есть я его фактически могу... нет, там не получится. Там он должен быть постоянно включен, а он включается сенсорно. Не знаю, это какой-то светильник, который действительно воткнутый в USB может быть, да, и он в нужное время у вас включится. Так, оно показывает потребление электроэнергии. То есть по дням время будет напряжение 215 вольт. Я так понимаю, что вот это я не знаю, что это такое. Today LE. Поддерживается оборудование. Так, ладно. Надо разобраться, какой-то consumption, то есть оно меряет еще и потребление вашей электроэнергии. Значит, включение USB вы можете дистанционно. Выключать эту штучку. Я, правда, не знаю, что они ее так нарисовали, как будто тут поддерживаются какие-то несколько профилей. Schedule, значит, таймеры, добавить время, когда включить, повторить, сохранить. Хорошо, супер. Очень нравится, классная штука. Включается так. Общий доступ к устройствам. Значит, подключается через AFTT.
есть такой сервис, который можно запрограммировать, который будет также дистанционно. То есть это, о чем я говорил, это на даче у вас стоит где-то, и через этот сервис он может автоматически включаться, выключаться и в нужное время. Google Assistant. И судя по всему, я так вижу, что все-таки Siri здесь не пройдет номер. Ну, по крайней мере, я пока не вижу. Я пока не вижу настроек на Siri. То есть Alexa, да. Звук. А что звук здесь может быть? Уведомление от приложения, разрешать, семья, бюллетень, класс, тревога. Тревога это вообще бомба. Так, центр сообщения, уведомления. Телефон вошел в эту учетную запись. Супер. Кто управляет, все видно. Стандартные функции. Выкл вкл, USB. И это балалайка тоже. Кстати, приложение еще показывает температуру на улице, но скорее всего оно берет из интернета, потому что у меня нету здесь датчика, который следил бы за температурой. И посмотрим сейчас настройки стандартный дом. Если там добавилось что-то, ничего не добавилось. В отличие есть диммер. Это выключатель, который в комнате тоже кугиковский, но он именно рассчитан под Apple. Здесь я смотрю, что нету. Восьмизначный код. Да. Китайцы наиграли, меня. В описании было то, что это поддерживается Apple, но на самом деле нифига. Вообще штука очень суперовая. Я вам рекомендую ее, потому что без лишних всяких хитрых там настроек все достаточно просто увидели. Я подключил буквально ее за минуту. Пользоваться, опять-таки повторюсь, для дома, для дачи, там где-то в гараже, когда нужно какое-то дистанционное управление чем-либо, а нету туда доступа, вы запросто можете с помощью телефона, по крайней мере, управлять и запитывать в нужное время эти самые всякие USB-шные девайсы. Качество пластика просто бомбезное, я вам скажу. Причем тут все закрыто, чтобы ребенок, чтобы туда вилки не сувал, оно еще закрывается специально, есть защитные такие штучки, дрючки. Так что, кстати, стоила эта штука порядка 200 гривен. Я думаю, что за такой девайс, качественный девайс, это вполне нормальные деньги. У нас оно стоит гораздо дороже, но фирма Кугик мне понравилась. То есть я когда впервые увидел, что это розетка еще и фирмы Кугик, потому что ноунеймов море. Всякие китайские подделки, там всякие, я не знаю, кого там только нету. Извините, покупать неизвестно. Я просто покупал Кугик тот выключатель, и тут бац, смотрю, тоже кугиковская. Но китайцы наиграли, они Apple. Под Apple, оказывается, то есть оно работает, но нельзя настроить Siri. Что если вы подумали, что совсем не работает, оно работает. Я же настроил на айфоне, но функция, которая голосом будет говорить, она, к сожалению, не работает. То есть не говорить, а привет, Siri и подобные, пошел дальше. Она уже, это Siri тут дает. Эта функция не поддерживается, к сожалению. Такой небольшой обзорчик. Если вам понравился, если есть вопросы, естественно, это я заказал для себя, я себе его оставлю и буду
так сказать, разбираться, изучать и куда его применить. Возможно, еще подумаю. Вот. Ну, если есть вопросы, то пишите мне в комментариях, я с удовольствием вам отвечу. И подписывайтесь на мой канал, впереди еще будет много разных обзоров по девайсам, распаковочке. Ну и тем, кто интересуется полетами на дроне, естественно, не забывайте смотреть и лайкать мои видео с воздуха. Все, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь, еще раз дергайте колокольчик. Пока.